Привет всем, друзья! Давно не виделись, надеюсь, вы про нас еще не забыли. Но у нас сегодня радостное событие. К нам приехала межкомнатная дверь. Сегодня будем заниматься установкой ее в ванную комнату. И наконец-то будем жить как белые люди с нормальной дверью, а не со шторкой в качестве двери. Сразу скажу, что делаю я это впервые. Ну, вернее, сами двери до этого я устанавливал, а вот врезкой замков, там, ручек и так далее я никогда не занимался, то есть всегда был какой-то уже готовый комплект. Благо, что в интернете информации по этому поводу достаточно, поэтому я поизучал, посмотрел, поспрашивал у людей. В общем, надеюсь, получится все нормально, поэтому строго не судите, если вдруг что-то не так. Пишите ваши советы и комментарии, потому что мне потом устанавливать еще 3 двери. В общем, давайте займемся установкой. Поехали! Вот такой комплект мы получили. Тут у нас само полотно, коробка, наличники и доборы. Цвет альпийская ель. Купил я вот такой черный магнитный замок с магнитной защелкой. Ручки. Скрытые петли. Ну, вернее, как их правильно называть? Без врезки, которые идут. И вот такую завертку. Специального инструмента для врезки замков у меня нет, но у меня есть обычный инструмент. И что нам понадобится? Нам понадобится, значит, угольник, молоток, перо на 13 взял, нож обычный канцелярский, стамеска, карандаш, бита и шуруповерт. Так, чтобы удобнее заниматься врезкой замка, дверь я положил на торец, под нее положил картонку, в которой она изначально пришла, чтобы торец двери не испортить раньше времени. Ну и прежде чем заняться врезкой замка, сделаем разметку. Стандартная высота установки ручки в межкомнатной двери, это у нас 1000 миллиметров. Итак, место под замок мы разметили. Теперь будем искать центр. Толщина полотна у нас 35 миллиметров. Соответственно, центр у нас получается 17,5. Ну, сделаем вот так. Можно брать, конечно, 17. В принципе. Но постараюсь я попасть как бы на 17,5. Это у нас центр полотна, по которому будем сейчас устанавливать наш замок. В идеале делать это вот так. Мы устанавливаем его по нашей разметке. Ловим центральную эту ось. И отмечаем отверстие. Можно, в принципе, конечно, сразу сверлиться, но я сторонник того, чтобы лучше сначала все отметить. Вот таким образом. Дальше маленьким сверлом, у меня оно на 2,5, делаем отверстие в полотне. Делается это для того, чтобы в дальнейшем саморезами не повредить наше полотно, чтобы оно нигде не треснуло. Устанавливаем замок вверх ногами и притягиваем его саморезами, которые шли в комплекте. Так, сделали мы это для того, чтобы сделать разметку под врезку нашего замка. Для начала очерчиваем ее просто карандашом по контуру. А дальше аккуратно канцелярским ножом также по контуру прорезаем пленку, которая закрывает полотно, чтобы она у нас потом нигде, когда мы будем стамеской все это дело зачищать, не оторвалась. Тут не торопимся, делаем максимально все аккуратно.
И после того, как прорезали пленку, наш замок можно снять. Аккуратно пленочку подцепляем, и можно ее удалить. Резко не отрывайте, потому что вдруг она где-то не прорезалась хорошо и потребуется дорезать. Поэтому потихоньку вот так убираем наше декоративное покрытие. Ну и при этом мы видим линию карандаша, по которой можно дополнительно ориентироваться, если что-то вдруг. Вот таким образом получилось. Далее укладываем замок вот так уже на бок. Ловим нашу разметочку и отмечаем границы замка, под которой нам нужно уже сделать вырезку. Вот здесь будет располагаться наш замок, соответственно, вот таким образом. На пере поставил себе просто отметочку маркером, чтобы понимать, на какую глубину мне нужно сверлить. Ну, соответственно, просто приложил замок и отметил маркером. Ну, вот такие отверстия у нас получились. Если был бы фрезер, конечно, это было бы гораздо удобнее и быстрее. Ну, а так сейчас вот все, что осталось лишнее, будем выбирать уже стамеской. Ну вот такая врезочка у меня получилась. Может, не совсем супер аккуратно, с учетом того, что это делалось стамеской, а не фрезером. Но все вполне себе хорошо. Эта штука должна у нас, получается, прорезь, не знаю кто, отверстие, фрезеровка должна быть достаточно плотной, чтобы замок не болтался, но и чтобы он входил не туго. Вот так вот проверяем. Все. Очень хорошо он у нас заходит туда. Осталось нам сделать выборку вот здесь, чтобы замок, получается, утопился в полотно и был заподлицо. И просверлить отверстие под ручку и защелку. Так, ну если выборку под замок стамеской мы будем делать сейчас уже на глаз, постоянно примеряя замок так, чтобы он у нас стал заподлицо, то вот отверстие под ручки и под защелку, под задвижку, то можно сделать разным способом. Можно приложить замок также заподлицо с дверью, поймать там, где у нас были оси отмечены, и здесь просто карандашиком отметить там, где будут отверстия. Либо я делаю вот так, просто беру уголок, также заподлицо его ставлю, получается, уже с замком, ну, с лицевой частью. Вижу центр отверстия, приставляю его к полотну, отмечаю этот центр и получаем отметки для наших отверстий. Сейчас делаем выборку, сверлим отверстие, устанавливаем замок, проверяем, чтобы у нас все сходилось, и закрепляем его. Так, отверстие лучше сверлить с двух сторон полотна, так как
вы будете это, скорее всего, шуруповертом или дрелью, и чтобы оно у вас не ушло, то есть, чтобы соосность соблюсти, делаем сначала с одной стороны до выборки, соответственно. А потом таким же образом с другой стороны. Ну вот и все, полотно подготовил я. Теперь будем собирать дверную коробку. Так, отпилим горизонтальные сначала части коробки. Полотно у нас на 700. Плюс делаем зазоры по 3 мм с каждой стороны. Итого получаем 706 миллиметров. Ну и так как дверь в санузел у нас будет с порогом, отпиливаем вторую такую же. Теперь высчитываем длину вертикальных стоек коробки. Высота полотна у нас 200. Плюс делаем по 3 мм зазоры. Это у нас 206. И толщина самой коробки, которая будет уже у нас горизонтально отпилена, она еще 18. Хотя плюс еще 36. Итого получаем 242 мм. Отмеряем наши 242 мм. И отпиливаем все лишнее. Теперь нам остается сформировать запил под притвор, так как если мы горизонтальную часть коробки вот так вот стыкуем, у нас здесь получается расстояние. Подставляем просто кусок нашей коробки, которая будет горизонтально. Отмечаем. Убираем уплотнительную резину. И делаем небольшой пропил до узкой части коробки. И стамеской просто убираю все лишнее. Она прекрасно отошла. С этой стороны также ножом подрежем. Вот так вот. Ну и тут остатки уже сейчас стамеской доработаю. И будет у нас нормальный притвор. Как-то вот так. Ну все, они в одной плоскости. Сейчас стамеской доработаю, тут будет идеально.
Приступаем к монтажу коробки. Но так как стены у нас тут еще до конца не доделаны, с этой стороны обналичка, ну, частично уже на кирпичики наши заходит, с этой стороны вообще их нет. Взял просто отдельный кирпичик, сюда поставил обналичку, сюда поставил обналичку. Кирпичик под обналичку, соответственно, прячем, прижимаем и получаем один нужный нам уровень. Все, дальнейший процесс достаточно простой. Смотрите везде уровень уже по коробке. Расклиниваете там, где нужно. Я пеню обычно по углам сначала, чтобы схватилось, а потом понемногу пену уже по всему периметру коробки. Либо можно сразу пенить, но тогда желательно какую-то распорку, либо саму дверь. Лучше распорку сделать с сохранением уровня, чтобы коробку у нас пеной потом не давануло. Все, поехали. Ну вот такой, друзья, результат у нас получился. Дверь стоит, работает отлично, все мягенько закрывается, открывается. Некоторые косячки, наверное, все-таки у меня были, ну, по крайней мере, я для себя их сам отметил, так как делал впервые, где-то что-то там, во-первых, это дольше, чем могло было бы быть, затянулось, потому что я 10 раз там сам себя перепроверял. В дальнейшем уже этот опыт я учту, и следующие двери мне будут устанавливать гораздо проще. Вам спасибо, что смотрели это видео. Надеюсь, вы про нас не будете забывать и не будете отписываться. Материала много уже отснято, но пока он не выходит, потому что где-то что-то недоделано и надо доснять. Поэтому в ближайшее будущее ролики будут выходить почаще. Ну, я буду стараться, по крайней мере, чтобы они выходили почаще. Работы много, делается много, снимается всего много. Но где-то вот чуть-чуть тут не доделано, чуть-чуть тут не доделано, поэтому видео не выходят. В общем, стараюсь вот хотя бы шорты какие-то выкладывать, чтобы вы там помнили, что мы существуем. В любом случае, спасибо вам за просмотр. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите обязательно ваши комментарии. Ну и, в общем-то, все на этом. Если есть какие-то советы по установке, буду признателен. Всем вам огромной удачи, удачи нам и пока.